You want to say hello in Russian? Привет. Привет. And then добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Very difficult for me to speak in Russian. Очень затруднительно для меня говорить по-русски, потому что Кис впервые в России, впервые в Москве. Сегодня у него последний рабочий день в Москве, завтра он уезжает в Санкт-Петербург на несколько дней, потому что быть в России, не быть в нашей северной Венеции, ну это преступление, так решил Кис Вудфорд. Он сюда приехал со своей женой, очень милой женщиной Анет, и вот, мне кажется, они провели здесь и полезное, и очень приятное время, и им очень понравилась Россия. 21 числа Кис улетает опять домой в Новую Зеландию. Кис, let me introduce you to the public. Okay. Ну, во-первых, большое спасибо, что вы пришли сегодня в выходной день. Видимо, либо вы очень любопытные люди, либо вам действительно хочется знать про достаточно неизвестный пока сегодня в России продукт, который называется А2 молоко. Кис Вудфорд, мы его сами в компании А2 молоко, это российская компания, независимая, она не зависит от других мировых компаний, которые производят А2 молоко. Мы называем Киса Вудфорда крестным отцом А2 молоко. Название такое избитое, конечно, и к мафии это никакого отношения не имеет, но в любом случае сегодня из людей, которые занимаются этой проблемой, Кис Вудфорд человек наиболее значимый, человек, который 15 лет занимается этой темой, фактически человек, который является независимым ни от нашей компании, ни от огромной компании A2 Milk, ни от любой другой молочной компании, и он всегда подчеркивает свой статус независимого эксперта и консультанта. Для того, чтобы быть абсолютно независимым, он и его семья продали акции компании А2 молоко, а это публичная компания. На этом он, даже невзирая на то, что он потерял на этом очень много денег, потому что акции компании «Молоко» стоят сегодня очень много. Компания, которая была маленькой еще в 2007 году, сегодня уже стоит 8,5 миллиардов долларов. То есть Кис Вудфорд сам по себе характеризует себя так, как человек-исследователь. Молодым человеком он занимался альпинизмом, покорил вершины, которые еще до сих пор многие люди не покорили. Покорял вершины в Гималаях, в Латинской Америке и лично знал первого покорителя Эвереста, новозеландца сэра Хиллари. Это вообще, среди альпинистов это наиболее значимая фигура за всю историю современного альпинизма. Вот. Но Кис Вудфорд не занимается альпинизмом сейчас, но дух исследователя и дух покорителя вершин остался. Кис, единственное его хобби – это горные лыжи. И до сих пор он очень быстро спускается по горным лыжам на разных трассах мира. Но основная его деятельность – это наука, это работа с сельскохозяйственной продукцией, потому что Кис всю жизнь вел преподавательскую деятельность, кроме научной деятельности. Он преподавал в Австралии, преподавал в Линкольнском университете Крайстчерча, Новой Зеландии. И сейчас он на пенсии, но является почетным профессором Линкольнского университета, ведет еще аспирантов и дает открытые лекции. Кис Вудфорд приехал сюда, в Россию, понимая значимость своего визита, понимая, что он помогает продвигать не наш продукт, не нашу компанию, а категорию А2, как он говорит, вот эту новую молочную революцию. Ну и теперь немножко о том, как это будет все проходить. Кис будет рассказывать о том, что он считает нужным для вас, как для потребителей, а у нас в основном потребители и посетители прекрасной торговой сети «Город-Сад». Это я правильно понимаю? Окей. Среди вас есть врачи или будущие врачи? Нет. Окей.
Дело в том, что недавно Кит выступал перед врачами, российскими врачами, он выступал на конференции перед педиатрами, он выступал на конференции, на встрече с нутрициологами и диетологами. Вообще Кит провел очень много встреч с врачами Австралии, Англии, США. Только перед 6 тысячами врачами Австралии он выступал. И, естественно, это все... Но он делает это не только для того, и не для того, чтобы продвигать продукты, а для того, чтобы люди об этом знали. А естественно, что врачу человек поверит гораздо быстрее, чем, допустим, мне. Я могу использовать любые причины для своих слов. Врач выполняет самую гуманную миссию. Его советы направлены на ваше здоровье. Итак, Кит Вудфорд, дамы и господа, прошу любить и жаловать. Я помогу ему переводить. Пожалуйста, Кит. Okay. First of all, I want to say what a pleasure it is to be here in Moscow and what a wonderful week I have had. Ну, в первую очередь, я хочу сказать, какое-то большое удовольствие быть здесь, в России, и какую прекрасную неделю я провел здесь, в Москве. It is such a vibrant city and it is just such an interesting place to be. Это такое интересное место, в котором быть, такое энергичное, вибрирующее. When we talk about A2 milk, the first point I want to make is that it is totally natural. И когда мы начинаем говорить про молоко А2, первое, на что я хочу обратить ваше внимание, что это абсолютно натуральное молоко. If we go back some thousands of years, absolutely all milk was A2. Если мы посмотрим назад, на несколько тысяч лет назад, если мы, конечно, мы так далеко можем посмотреть, но он предлагает, несколько тысяч лет назад все молоко было А2. The A1 milk is simply the result of a chance mutation which has affected a proportion of our European cattle. Фактически молоко А1 или обычное молоко – это результат мутации, случайной мутации, которая произошла с коровами, и в основном коровами североевропейского происхождения. Even in New Zealand, where I come from, all of the cattle have originally come from Northern Europe. Даже в Новой Зеландии, в стране, откуда я приехал, все коровы оригинально пришли из Северной Европы. So this chance mutation has spread out across the world. Это как раз почему вот эта мутация распространилась по всему миру. All of the other mammal species, including humans, produce milk that is like A2, not A1. Все остальные млекопитающие, которые вы знаете, ну вы знаете, кто такие млекопитающие? Это овцы, козы, киты, тигры. То есть все млекопитающие, в том числе и человек, производит молоко типа А2, не А1. And this means that people who drink sheep milk or goat milk or camel's milk, it is all like A2. И поэтому люди, которые пьют козье молоко, овечье молоко или верблюжье молоко, они пьют молоко типа А2. And even human milk is like A2. И даже человеческое молоко, грудное женское молоко, тип А2. So with A2, we are actually going back to milk the way nature originally intended it. То есть фактически с А2 мы обращаемся к природе и видим, что это как раз то, что создала и намеревалась создать природа. What we know is that this chance mutation, it's only affected one amino acid in the beta-casein, but it has a major effect in the way the beta-casein digests. Что мы знаем? Что вот эта случайная мутация,
фактически повлияло на изменение только одной аминокислоты в цепочке аминокислот белка, но влияние и значение вот этой маленькой аминокислоты огромно. And we know that the A1 beta casein, when it digests, there's a little fragment that breaks off of 7 amino acids. И то, что мы знаем, это когда молоко попадает в наш организм, при пищеварении выделяется, при пищеварении, обычное молоко, молоко А1, при пищеварении выделяется бета-казоморфин 7, вот этих 7 аминокислот. Не могу найти этот слайд. Don't worry, probably. Okay. Yeah. We call this little fragment beta casomorphin 7. Мы называем этот фрагмент бета-казоморфин 7. And it has that name because caso, from casein, morphin, it is like morphine. This is actually a little opioid fragment. Этимология этого слова, происхождение слова. Само слово состоит из двух основных значений. Казеин. Казо – это слово казеин, это белки основные молочные. И морфин, имя греческого бога Морфий. Вы знаете, это опиоидный, это субстрат, который обладает опиоидными свойствами. Вот как раз здесь показаны эти 7 аминокислот и вот этот бета-казоморфин. When people digest A1 milk, the first effect of this little fragment is through the digestive system. И когда человек переваривает обычное молоко, вот этот бета-казеина 1, первый эффект как раз оказывается на пищеварительную систему человека. What it does is it slows down the passage of all food from when the food is eaten to when the rest of it comes out the back end. Когда, вы понимаете, как процесс пищеварения происходит. Человек кушает еду, она переваривается, и это должно у нас уходить, кроме тех питательных веществ, которые принимает организм. Так вот, при расщеплении еды в желудке, а затем в кишечнике, выделяется как раз вот этот бета-казоморфин 7. And as a result, it creates the potential for all of the food that is eaten to have more fermentation and more production of gas. И вот это замедление процесса пищеварения из-за этого маленького пептида, человек всю еду, которую он потребляет, вот это замедление вызывает образование в нашей желудочно-кишечной системе газы. These effects are probably the greatest reason why A2 milk is becoming very popular across the world. И вот это абсолютно понятный первый симптом образования газом, или так мы говорим, вспучивание живота, это как раз первая причина, по которой А2 молоко стало таким популярным в мире. Because people are saying they can feel it very quickly, that they just simply feel better when they are drinking the A2 milk. И первое ощущение людей, когда они пьют молоко А2, они говорят: я чувствую себя гораздо лучше, гораздо легче. But in terms of the science, it is actually some of the other effects which are more important and why there is so much concern with A1 milk. Но с точки зрения науки, эффекты, влияние вот этого бета-казоморфина гораздо более важны, чем просто хорошее или плохое самочувствие. И поэтому мы уделяем этому так много внимания. We know from a wide range of science that the BCM7, the beta-casomorphin 7 from A1 beta-casein, sets up a lot of inflammatory effects. И мы точно знаем, это абсолютно доказано наукой, что вот этот
бета-казоморфин-7, БКМ-7, вызывает воспалительные процессы в желудке и кишечнике, в нашей системе пищеварения. Some of these effects are in the digestive system, but other effects can be right through the whole human system, including the heart and including the brain. И вот как раз эти воспалительные процессы происходят, к сожалению, не только в пищеварительной системе, но могут влиять и на наш мозг, и на развитие мозга, и также на наше сердце. Some of the effects that are very important are for babies and small children. И что очень важно понять, вот эти влияния очень важны для понимания здоровья детей, младенцев и детей. There has been some very important work done here in Moscow on this topic, led by Professors Natalia Kost and Oleg Sokolov. Очень важные исследования были проведены как раз российскими, московскими учеными, докторами наук Натальей Кост и доктором наук Олегом Соколовым в Институте психического здоровья. They have shown that in a proportion of babies that are on infant formula, they find BCM7 in the blood, and for some of these babies, they are unable to metabolize the BCM7 quickly. Они изучали младенцев, и что они увидели в результате изучения? Что часть этих детей, которых они изучали, имели в крови как раз вот этот бета-казоморфин-7, который может выделяться только из обычного молока. И часть этих детей имели затруднения с метаболизмом белка А1. And they have shown that those babies are susceptible to delayed psychomotor development. И что самое важное, я забыл сказать, эти дети были не на грудном вскармливании, а на заменителе грудного молока. И что сейчас сказал Кит Вудфорд, что самое важное, они увидели связь детей, которые как раз в крови имели бета-казоморфин-7, у этих детей наблюдалось замедленное психомоторное развитие. Those Russian scientists, they are experts in babies and child development. They knew that the BCM7 they were finding in the system came from milk, but they did not know anything about A1 versus A2. Эти великие ученые, специалисты в детском развитии, психическом развитии, они знали, что бета-казоморфин-7 является источником бета-казоморфин-7 является молоко. Но они тогда ничего не знали про различие молока, что существует молоко обычное и молоко А2. But it was those of us who knew something about dairy science that were able to say, we know that BCM7 will be coming from A1 and not A2. Но это исследование было очень важно для ученых, которые занимались как раз молочной индустрией, молочной промышленностью, животноводством, сказать, ага, мы знаем, что только молоко А1, обычное молоко, при пищеварении может выделять бета-казоморфин-7, а молоко А2 не может выделять при пищеварении бета-казоморфин-7. We also know there are other worrying issues with little babies, why it is a good reason that they are not getting A1 beta casein. Мы также знаем другие очень важные причины, по которым младенцам не нужно давать бета-казеин А1. For example,
we know that one of the effects of BCM7 is to slow down respiration rate. Например, мы точно знаем сейчас, что один из эффектов, который оказывает влияние, которое оказывает бета-казоморфин-7 на младенцев, это замедление дыхательных процессов. And when autopsies are undertaken on babies that have died from sudden infant death syndrome, it is very common, it is characteristic to find BCM7 in the brainstem. Теперь немножко страшного, не бойтесь. Когда происходит вскрытие младенцев, которые умирают от так называемого синдрома внезапной детской смертности во сне, как раз было обнаружено в мозге и таких детей был обнаружен бета-казоморфин-7, сам опиоид вот этот. We also know that type 1 diabetes, which is the form of diabetes where you have to have daily insulin injections and where people often get it early in life, is much, much more common in those countries where there is a high intake of A1 beta-casein. Мы также знаем, что диабет первого типа, то есть тот диабет, люди, которые болеют диабетом первого типа, те, которые инсулинозависимые, так вот, количество болезней диабета первого типа особенно очевидно и велико в странах, где количество употребления бета-казеина А1, а значит простого молока, тоже очень велико. We also know that the same countries that have a high intake of A1 beta-casein in their milk are also the countries of the world that have a high level of heart disease. А также страны с большим потреблением молока и бета-казеина А1 – это страны с очень большим рейтом, степенью сердечно-сосудистых заболеваний. For example. And Russia is a good example of a country which has very high intake of A1 beta-casein and also very high levels of heart disease. И вот, например, Россия – это страна, где потребление бета-казеина А1 очень велико, и, как пример, очень большое количество сердечно-сосудистых заболеваний. So when I am at home, this is the reason why I try and make sure that all my dairy products are A2, because I have got to a stage in life when we think a lot about heart disease. И когда я нахожусь в Новой Зеландии, я, конечно, слежу за тем, чтобы употреблять только молоко А2, потому что я уже нахожусь в такой стадии своего развития, в своей жизни, когда я уже должен думать о сердце, о сердечно-сосудистых заболеваниях, потому что, возраст. And I like to think, because I am now more than 70 years of age, I like to think that A2 is one of the reasons why I am maintaining good health. И, в общем-то, я сам для себя решил, я должен об этом думать, что мне уже чуть больше 70, что именно употребление молока А2 позволяет мне поддерживать хорошее состояние здоровья. The research into A1 versus A2, it actually began in my country, New Zealand, more than 20 years ago. Исследования по вопросам А1 против А2 начались в моей стране примерно 20 лет назад. And it started because Professor Bob Elliott was wondering why was it that children from Samoa, of Samoan ethnicity, when they lived in their own country, they did not get type 1 diabetes, but when they came to New Zealand, they did get high levels of type 1 diabetes. Эти исследования начались доктором медицины
Бобом Эллиотом, который изучал здоровье самоанских детей. Знаете, кто такие самоанцы? Это люди, которые живут на острове, на большом острове Самоа. Эти люди, очень большое количество этих людей обычно эмигрируют в Новую Зеландию. Так вот, он изучал здоровье этих детей в Новой Зеландии, и он увидел, что дети самоанцы, которые живут на Самоа, не болеют диабетом первого типа, а дети самоанцы, которые живут в Новой Зеландии, болеют диабетом первого типа. When they looked at what could the difference be, because these children were all of the same ethnicity, it had to be something in the diet. And the key difference in the diet was that Samoan children in Samoa were fed breast milk, and then they did not have access to other milk. In New Zealand, they were drinking large amounts of milk with A1 beta-casein. И выводы, которые он сделал в результате исследований, показали сначала практически, что самоанские дети, которые жили в Самоа, в основном росли на грудном молоке, на женском грудном молоке. А дети же самоанцы, которые со своими родителями или родились в Новой Зеландии, они как раз употребляли большое количество бета-казеина А1. Well, that was just the start of the research, and over the last 20 years, scientists both in New Zealand and many other parts of the world have been adding to the story, and the evidence just keeps growing and growing. Итак, Боб Эллиот – это было только начало исследования. И после этого весь процесс исследований ученых разных стран мира, и эти исследования начались, и эти исследования росли, росли и росли, и происходят сейчас. Initially, it was all very controversial, and when I started speaking about this in the year 2004, I got a great deal of opposition. В начале пути все эти исследования были очень противоречивы. И когда я начал свою исследовательскую работу в этой области в 2004 году, я имел очень много оппозиции. Some of this came from scientists, but most of it came from the dairy industry. И вот эти оппозиционные высказывания, критика в мой адрес шла и от ученых, но в основном от представителей молочной индустрии. And in the same way that in Russia, your economy depends on gas and oil, in New Zealand, our economy depends on dairy. It is by far our biggest industry. И, как вы знаете, допустим, в России наша экономика, в основном российская экономика, ваша экономика, зависит от газа и нефти, так в Новой Зеландии молочная индустрия – это основная индустрия страны. И, конечно, вся экономика зависит именно от этого. So our industry thought that I was a threat to them. И наша молочная индустрия думала, что я угроза для них. Но с того времени прошло уже много лет. И ситуация коренным образом изменилась. И мы видим, как эта вся тема распространилась по всему миру. For example, in Australia, the biggest brand of milk in the supermarkets with the biggest market share is A2, and the biggest brand of infant formula is A2. И если мы возьмем очень развитый австралийский рынок, то один из самых быстрорастущих и самых успешных молочных брендов – это А2, а в области заменителя грудного молока – это самый продаваемый и самый большой сегмент рынка за продуктом А2 в Австралии сегодня. In the United States of America, 4 years ago, you could not get A2 milk. Now it is in more than 8,000 supermarkets. Еще 4 года назад
в Соединенных Штатах Америки вы бы не смогли найти продукт А2. Сегодня 8 тысяч супермаркетов уже продают этот продукт. And in the United Kingdom, Britain, it is now in more than 2,000 stores. И в Великобритании, в Англии, уже 2000 магазинов продают продукты А2. And we now see companies, including Nestle, which is the largest marketer of dairy products in the world. They have this year produced 3 new brands of infant formula, all of which are A2. И как показатель мы видим, что самый крупный в мире производитель молочных продуктов, компания Nestle, я думаю, все слышали это название, сегодня имеет 3 бренда детского питания, заменителя грудного молока. Уже 3. So there are still some people who oppose us because they see us as a threat to their business. До сих пор очень много людей сражаются с нами, потому что они пока видят в нас угрозу их бизнесу. But now all of the big dairy genetics companies of the world have come to the conclusion that the future is all about A2. Но уже сегодня все самые крупные молочные генетические компании, те, которые занимаются разведением скота, понимают, что А2 – это будущее молочной индустрии. That means that over time we have to breed our cows so that they are all A2. Это означает, что мы должны разводить коров, которые все А2. This is entirely possible, but it takes time because we have to go through at least 2 generations of cows to get there. Это абсолютно возможно. Это, конечно, займет некоторое время, потому что мы должны пройти как минимум 2 полных поколения коров, чтобы получить чистую корову А2. But in the meantime, what we can do is test the cows we've got and put together separate herds made up of cows that are totally A2. И что мы должны сделать сейчас? Мы должны просто проверять наших коров и получать коров А2, отделять их от основного стада. Let me interrupt you for 1 minute. Yes. Здесь как раз очень удобный момент для меня, как директора по развитию компании «А2 Молоко», показать, что мы сделали здесь, в России. Точно так же, как только что сказал Кит Вудфорд, мы приходим к фермерам. Во-первых, мы выбираем только качественное молоко по физико-химическим свойствам. Ну, есть, у нас же молоко разное. Есть не очень хорошее молоко, ну, с точки зрения содержания коров. Есть лучшее молоко. Мы выбираем лучшее молоко. После этого мы проверяем всех коров, по ним генетические тесты делаем. Конечно, пока процентное содержание наших коров, то есть коров А2, пока небольшое, в разных стадах около 20-25%, мы отделяем этих коров, отдельно их кормим, отдельно их содержим, отдельно их доим, отдельно везем на завод, отдельно, помыв всю систему, которая делает молоко, производим наши молочные продукты и поставляем в изумительную сеть «Город-Сад». Ну и в другие, конечно. Yes. I think I have said enough. What I would like to do now is take questions from people. Я думаю, что я уже сказал достаточно общих вещей. И, может быть, у вас появились вопросы, потому что Кит Вудфорд может говорить сейчас о болезнях, о том, более специальных вещах, как это происходит, почему это происходит. Ведь все, о чем он говорил, это не его домыслы. Большое количество испытаний на кроликах и мышах, большое количество эпидемиологических исследований. Эпидемиология – это статистика. Когда статистику берут, сравнивают и понимают, делают общие выводы. А самое интересное, что во многих странах мира, в том числе и в России, проведены клинические испытания на людях, на детях, на людях. И самые большие произошли в Китае, где 600 пациентов было проверено. Но самые интересные были в Китае до этого, где всего лишь 45. Но очень-очень научное исследование было, потому что оно применяло так называемые умные капсулы,
которые записывали все, что происходит внутри организма, и передавали это на видео и на компьютер. И поэтому сегодня многие вещи уже абсолютно доказаны. Они не являются сомнением. И поэтому, если вы хотите, чтобы Кит Вудфорд вам дальше рассказывал, вы можете попросить, он будет рассказывать и отвечать на темы, которые вам интересны, но, может быть, у вас появились вопросы, и он готов на них ответить. You choose the first one. Пожалуйста. Да? Спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, с какими аутоиммунными заболеваниями в большей степени связано употребление бета-казеиноморфина 7? What kind of autoimmune diseases are caused by BCM7? At this stage, we are still learning which ones are affected by BCM7. На сегодняшний день мы все время находимся в процессе изучения о том, какие болезни связаны с влиянием бета-казеиноморфина 7. One of the very important ones is that we now know that heart disease is largely an autoimmune disease. И вот сегодня мы, допустим, знаем, что сердечно-сосудистые заболевания частично являются аутоиммунными заболеваниями. But we can see links between the BCM7 and many autoimmune diseases. Но мы видим и понимаем связи между бета-казеиноморфином 7 и аутоиммунными заболеваниями. And some of those diseases are also affected by gluten. So gluten and BCM7 sometimes work together. И некоторые из этих аутоиммунных заболеваний имеют влияние глютена. И поэтому глютен и тема бета-казеиноморфина 7 работают вместе. I personally am susceptible to gluten, so I have to have a diet free of gluten because of autoimmune conditions. Я персонально сам употребляю пищу, которая не содержит глютена. If I have gluten, then I would have struggled to walk up those steps. Если бы я имел глютен в своей пище, то я бы, наверное, вряд ли взобрался бы по этой лестничке. Whereas now, when I'm at home, I can go skiing all day long in the snow. Но сейчас, когда я дома, я могу целый день кататься на горных лыжах. But for most people, the BCM7 from A1 beta casein is more important for autoimmune diseases than gluten. Но для многих людей на сегодняшний день БКМ7 гораздо более важен, чем даже глютен. Именно с точки зрения аутоиммунных заболеваний. But what kind of autoimmune disease? Well, there's heart disease. A second one, type 1 diabetes that we talked before. That is autoimmune. Crohn's disease, no? Crohn's disease, there are interesting links that we don't fully understand. I think it's fair to say that the two autoimmune diseases we understand the most about are heart disease and type 1 diabetes. So just say that bit and I'll say some more. На сегодняшний день абсолютно очевидно, абсолютно доказательно мы можем сказать, что принимая во внимание, что и причины сердечно-сосудистых заболеваний, и поэтому классифицируются как в том числе аутоиммунные заболевания. Ну и, конечно, диабет первого типа, это абсолютно точно мы можем доказать связь этих болезней с бета-казеиноморфином 7. То, что касается болезни Крона, исследования продолжаются, и есть очень много примеров различных, но это еще на уровне исследований идет. And another disease that we think there are some very interesting links with is multiple sclerosis. А также еще болезнь, которую мы считаем, что есть очень серьезная связь между бета-казеиноморфином 7, это болезнь рассеянный склероз. I am not a medical doctor. I am an agricultural scientist. Я не врач,
Я специалист в сельскохозяйственной науке и в продуктах питания. But whenever I have a friend who has an autoimmune disease, I say, look, just get on to the A2 milk. I cannot guarantee it'll work for you, but it won't do any harm and it may well be a big help. But what is your message to doctors? What doctors should say? Well, when we're working, give that one first. Я переведу. Когда он говорит своим друзьям, встречается со своими товарищами, у которых, возможно, есть какие-то аутоиммунные заболевания, он, как не доктор, не может что-то советовать прямо, но он говорит: попробуй А2 молоко, перейди на молочный продукт А2, может быть, тебе это поможет. И много примеров этому. In Australia, I have talked to more than 6,000 doctors at professional development courses. В Австралии я говорил с более чем 6,000 докторами на курсах повышения квалификации докторов. And particularly for pediatricians, I say to them, when you have mothers coming with children and you have issues with eczema, with asthma, with glue ear, with problems in the throat, this is a frontline strategy. It may not work every time, but it's always worth trying. And the doctors come back to me and say, this is very helpful. It is working for us. И когда я работаю с докторами, как он уже сказал, особенно с педиатрами, я им всегда советую следующее. Если к вам обращается мама с ребенком с такими симптомами, как средняя астма, экзема, болезни уха, горла, носа и другие, молоко – это не лекарство, но вашим первым советом может быть изменить рацион питания с обычного молока на молоко А2. И я знаю ответы докторов мне. Это очень часто помогает. И очень часто доктора благодарят Киса по этому совету. Many of these conditions, like eczema and asthma and glue ear, all these problems, they are complex. And no one can say there is a single cause which will solve it for every person. И нужно понять, что все эти перечисленные болезни и симптомы, они очень сложны. И никто не может сказать, что существует только одна причина, которая вызывает эти болезни, либо есть один метод его лечения. But we can say that we know that the A1 beta casein is a risk factor and it will help in many, many cases. Но что мы можем убедительно и точно сказать, что бета-казоморфин-7 является риск-фактором этих заболеваний во многих случаях. This lady here had her hand up right Да, early пожалуйста. on. I would like to thank you very much for your interesting story. Прояснить один факт из этого рассказа, который для меня, как не для врача, не был вполне очевиден. Вот. And I would like to clear up one fact. Yes. For me, is not. Может быть, каких-то генетических, биохимических и других аспектов, связанных с мутацией несчастных коров, которые вдруг перестали производить молоко А2, а стали производить молоко А1. Вот этот момент для меня очевиден не был. С чем же связана была вот эта мутация? Популяция коров. I will translate. Yeah. И почему сейчас сохраняется, как вы сказали, 25% популяции все-таки производящих это молоко? Вот немножко таких подробностей. Okay. The whole question is about that case mutation which happened a long time ago. This lady doesn't understand it exactly why, what was the reason of that mutation. They are a little bit doubtful that this really happened because they say, as a proof of what she just said, that there are still some
A2A2 cows, and there are still different cows. So, можно перейти? Нет. Окей, я вообще пытаюсь правильно говорить. Oh, The reason of this case mutation. What is the reason? Yeah. Cows become Let's translate it again. Yeah. What's the reason why Yeah. this mutation happened? Yeah, okay. Mutations are occurring all of the time, but most mutations put an animal at a disadvantage, and therefore they don't get spread through the population. Мутации происходят с животными млекопитающими очень часто. И очень часто эти мутации происходят как препятствие чему-то и ухудшают ситуацию. For some reason, this particular mutation did survive. По какой-то причине данная мутация, которая произошла, выжила. Several years ago, in the British A-level exams, they asked the science students to explain the possible reasons why the A1 mutation survived. Этот вопрос у вас очень интересный, но он не оригинальный. Несколько лет назад на вступительных экзаменах в английском университете был задан этот вопрос студентам, которые поступали в институт. Почему, в чем причина мутации, которая произошла с коровами несколько тысяч лет назад? And there's no simple answer that is right or wrong, because we don't know for sure. И нет простого ответа, потому что мы не знаем об этом точно. Почему? Dr. Dubunyan here in Moscow, he thinks that it may have been because the A1 beta-casein and the beta-casomorphin 7 made for calves that were more quiet because of the opioid, and therefore farmers selected them. That's why they spread out. Yeah. То есть он отвечает не на вопрос, почему это случилось, а почему их стало больше. И доктор Дубынин, заместитель декана биологического факультета Московского государственного университета, доктор наук, профессор завкафедры, а он очень много работает над этим вопросом, человек, который написал 3 книги о казоморфинах. Фактически это величайший российский ученый, который лучше всех знает проблему казоморфинов. И он как раз делает вывод о том, что возможно вот такое большое количество, такое большое распространение коров именно такого генотипа, именно такого аллеля, потому что это ведь не молоко такое, а корова такая. То есть это ведь изменения произошли не в молоке, а в корове, то есть генетические изменения. И он говорит, почему? Возможно, он тоже не утверждает, возможно, что телята, которые рождались от коров такого типа, вели себя более спокойно и тем самым удовлетворяли желания фермеров. И поэтому быки, сперма которых использовалась для рождения таких телят, и такие быки становились более популярными с точки зрения селекции. Удовлетворяет немножко вопрос, ответ? I think you might have given... До какого? What'd you say? She said, нет логики в этом, да? Нет, логика определенная присутствует, но... There is some logic behind that. What you may have said, because I think you said more than my answer. Because of Dubinin. Because of the breeding. Dubinin, yes. Yes. So once we started modern breeding methods, it's possible for one bull, his progeny, to be spread to millions of cows. Потому что сейчас мы используем современный метод осеменения. Вы знаете, какой современный метод? Это искусственное осеменение в сельском хозяйстве. И мы можем понимаем, что один бык может дать огромное количество и огромное поколение. Не один на один, как у людей, а семя быка распространяется в виде стро
и стро продаются по всему миру. Понимаете, да? То есть один бык может иметь 1000 детей. I could give you about 5 different possible reasons, and I don't know which one is correct. Я могу дать вам 5 возможных причин этому, и я не знаю, какая из них правильная. But what I know with certainty is that we can put together the molecular clock and follow back with various mutations that have occurred since then, and we can say with very high confidence that the mutation occurred somewhere between 4,000 years ago and 8,000 years ago. И если мы включаем нашу науку, генетическую, понимание исследования молекулярной последовательности и связи, мы уже можем сегодня с практически абсолютной долей уверенности сказать не только, что мутация случилась, а когда она случилась. Но это так точно, между 4 и 8 тысячами лет назад. Кстати, can I add something about this branch of genetics, which... Вы знаете, что в генетике, генетика это же не лженаука уже для вас, да? Окей. Но когда-то она в России и в Советском Союзе была лженаукой, и людей сажали в тюрьму даже, генетиков, наших великих ученых. Но тем не менее, наконец-то генетика стала полноправной наукой на основе генетики. Так вот, генетики – это не только люди, которые занимаются секвенированием и используют PCA-приборы. Среди генетиков есть так называемые историки генетики. Это те люди, которые, изучая генетические коды, генетические последовательности, могут уйти на много-много тысяч лет назад и быть очень точными. Ну, конечно, в пределах 1000 лет. I think we have that lady over there had one right early on in the talk. No, the one far over Окей, there. I know. пожалуйста. Я извиняюсь, Кит Вудфорд сам выбирает, поэтому... We'll get there, yeah. There are 2 questions. First is, when the research from Russia happened, when? She means Dr. Sokolov and Natalia Kost, the research with the cosomorphin and the babies and the psychomotor development. This is first question. And second, okay, please answer this first. Dr. Sokolov and Dr. Kost have been working with casomorphins for probably more than 20 years. Доктор Соколов и Наталья Кост работали с бета-казоморфинами более чем 20 лет. But the key paper was published in the international journal Peptides in 2009. Их заключительная ключевая статья с выводами, которые они сделали за многие годы работы, была напечатана в международном журнале «Пептиды» в 2009 году. And there is a second paper published in, from memory, it's the same journal in 2013, showing that children who are autistic children, typically have more BCM7 in the urine. И другая статья, которая, по-моему, была опубликована в 2013 году в этом же журнале, делала вывод, что дети, больные аутизмом, имеют в своей моче как раз вот этот пептид. Они обнаружили бета-казоморфин 7. And children who have autism are more likely to have a leaky gut, and this allows the peptides to get through from the digestive system into the internal system. И более вероятно, дети, у которых обнаружен был бета-казоморфин 7 в моче, значит, в крови, значит, в теле,
имеют так называемый синдром дырявой кишки, то есть который позволяет, и в результате которого, из-за которого вот эта молекула, вот этот пептид проникает из желудочно-кишечной системы в другие системы человека. Потому что, по идее, он должен просто выйти и все. Was that both questions? Это первый был вопрос. It was the first one. And the second one was about... Raw milk. about raw milk. Yeah, it's very interesting. Probably it was very interesting for me to explain, but anyway, I will ask you. The second question was, they say that this effect, the benefit of A2 milk only goes from raw milk. But when milk in a process of pasteurization or even homogenization, that benefit is actually going away. It is common to hear people who say that, but we have no scientific evidence to support it. Очень многие люди, кстати, говорят об этом, но у нас нет никаких научных данных, которые поддерживают эту идею. And we know that the issue of A1 and A2 is important regardless of whether it's pasteurized or whether it is homogenized. И мы можем с уверенностью сказать, что проблема бета-казоморфина 7 остается, и неважно, пастеризованное это молоко или гомогенизированное, или ультрапастеризованное даже. But I would agree that it's possible for some of the vitamins to be damaged by the pasteurization process. Но я бы согласился, что некоторые витамины могут пострадать от процесса пастеризации, то есть нагрева и давления. But my own view is that pasteurization is so important for other reasons that I would personally... Yeah, you should. For a general public supply, it has to be done. It has to be pasteurized. Я абсолютно уверен, что для других вопросов, связанных со здоровьем человека, пастеризация обязательна. Обязательно. Дополню для киса, в Новой Зеландии и в Америке существует так называемая молочная полиция, которая, если увидит, что люди продают или употребляют сырое молоко, в первую очередь это молоко выливают на землю. То есть запрещено. I sometimes say to individual people that if they are totally confident, they know exactly the history of a particular cow and the health of that cow, if they choose to eat raw milk, that's fine. But for the milk we buy in the supermarkets, we don't know where it's come from. Если вы точно знаете, какое у нее здоровье, если вы точно знаете, как это все молоко добыто, да, скорее всего, вы можете пить сырое молоко. Ведь сырое молоко не вредно. Просто сырое молоко в том виде, которое мы покупаем в магазине, невозможно. То есть поэтому его пить не советую. I think there's a lady down So here. many questions, пожалуйста. Yeah, well, У меня вопрос по поводу первичности или вторичности бета-казоморфина 7 как причина аутоиммунных заболеваний. У нас же есть ферменты дипептидаза 4, которая расщепляет казоморфины. И если этот фермент не работает, то значит у нас через... Lack of fermentation. Yeah. Пропускает, значит, дырявая кишка пропускает кровоток не работает, получается. Его меньше просто. Его меньше. Конечно. Почему меньше? По индивидуальным причинам, физиологическим человека. То есть получается, что бета-казоморфин 7 не первичная проблема. А никто не говорит о том, что из-за этого произошла Великая Октябрьская социалистическая революция. Мы говорим о том, что это один из факторов риска. И если вы хотите его испытывать, пожалуйста. Нет? Он попадает в кровоток, получается. Кто он? Бета-казоморфин? Да. Он, Попадает в кровоток. окей, он попадает.
Давайте зададим Киту вопрос, потому что это будет сложный дебат, и тогда... У меня есть что ответить вам, но все-таки давайте задействовать Кита. Но вопрос достаточно сложный мне даже для перевода, а особенно первичности и вторичности причины. Потому что мы никогда не ставили объяснение той или иной болезни и причины их в какой-то ряд. Никогда этого не делает Кит, никогда не делаем мы, и не верьте никому, кто скажет, что именно из-за этого произошла эта болезнь. Сегодня, а тем более, что клинические исследования меняют очень многие воззрения. Например, аутизм. Помните, что раньше говорили? Говорили, это генетическое заболевание, это генетика, это наследственность. Сегодня опытные врачи говорят, ребят, стоп, эта идея полностью дискредитирована. Environment, окружающая среда и много причин, связанных с этим, в этом большей степени причина аутизма. Но до сих пор точно одну или две причины никто назвать не может. What was the question? The question was, it is very complicated. She's actually in debate, you know, sort of. Yeah. She said, what is if BCM7, this is the direct reason of autoimmune disease, for instance, or if the human body, which produces some ferments, and it depends on the ferments, the fermentation process. What we know is that the BCM7 effects are direct, and they can occur even during the development of the fetus. Sorry. Before the baby is Possible for me. even before the baby is born, BCM7 that the mother gets via milk can affect the development of the fetus. Фактически мы знаем сегодня, что развитие ребенка в животе матери, когда происходит это развитие, может быть подвергнуто влиянию бета-казоморфина-7 из-за молока, которое употребляет его мама. And so, for example, with autism, some of the effects are determined by the time the baby is born. И фактически с аутизмом связаны как раз вот эти процессы, и он появляется уже даже в то же время, когда ребенок только-только рождается. And some of the effects can be related to what happens after it is born. А также некоторые эффекты, причины этого могут влиять уже после того, как ребенок рождается. We know that the way the A1 beta casein digests in the stomach is going to be the same for everyone in terms of the actual digestion. То есть фактически, о чем мы можем говорить сегодня с уверенностью, что любой человек, который переваривает обычное молоко, а значит бета-казеина-1, он, в принципе, все одни и те же процессы происходят в самой системе пищеварения. But what happens after it's digested does vary between individuals. And let me say that why. Но то, что происходит после того, как процесс пищеварения происходит, у всех людей, все люди реагируют по-разному. Because it is very important the specific stomach bacteria that live within the digestive system of individuals, and there is considerable variation in those stomach bacteria for different people. То есть фактически бактериальная среда нашего желудка у каждого разная, и очень важно, какая она, и именно она, в том числе и ферменты, именно влияет на те результаты пищеварения, которые получают. Поэтому в связи с тем, что мы все разные, мы все по-разному реагируем. То есть получается, что если, опять же, не активен вот этот фермент, значит, казеином будет действовать более губительно. Я так поняла? Конечно. Все, а что на вот это как раз влияет? На активность вот этой...
Мы говорим, смотрите, с чего начинается. Бета-казоморфин 7. Это физиологические процессы, которые происходят. А здесь уже каким образом и на что это влияет. Как раз это результат. Вот один из результатов вот этой системы, видите, как он приходит? Опиоидные рецепторы головного мозга, которые встречают опиоидный пептид, активирующее влияние на... Произнести это невозможно. И окислительные процессы, потому что это окислитель. А вот как раз молоко А2 обладает колоссальнейшими оксидантными свойствами. То есть это главные противовесы, которые мы испытываем. Ну это вопрос к врачам, господа. Нет, подождите. Подождите. The debate about health, of human health, which I'm not professional and hardly can even translate. And this is the level where I'm not advising you to go. Or we should ask doctors. Professionals should give us answers. Don't go there. So what is the question though? The question is the level of DPP4 and the cause. Just a sec. Let me answer it. Just a sec. Keith Woodford will... Пожалуйста. Keith Woodford сейчас ответит. Именно на вопрос о DPP4 и... Yeah. The question about DPP4 is a very important one. Вопрос по DPP4 очень важен. DPP4 is found throughout the digestive system and the internal system. Данный фермент обнаруживается по всей системе пищеварения, а также в других системах человеческого тела. It is the only enzyme that can break down beta-casomorphin 7. Это единственный фермент, который может разрушить вот эти цепочку из 7 молекул, эту цепочку из 7 аминокислот. Most people, when they get BCM7 in their blood, are able to upregulate the supply of DPP4 to control that level. Able or unable? Are able to. Most people are able to upregulate. Большинство людей, когда они получают в кровь БКМ7, могут регулировать сами уровень DPP4 в своем организме и тем самым разрушать бета-казоморфин 7. The little babies that die of sudden infant death syndrome are a small subset who cannot upregulate DPP4. Младенцы, которые в том числе, как факт, иногда умирали от синдрома внезапной детской смертности, не могут этого делать. Не обладают такими функциями регулирования этого фермента. And in all likelihood, the proportion of babies who suffer the psychomotor development loss are babies with less ability to upregulate DPP4. И слава Богу, что уровень детей, которые не могут регулировать как раз уровень данной ситуации, данного субстанции, их мало, и поэтому синдром внезапной детской смерти – это исключение, это очень редкая вещь. So understanding DPP4 is a very important part of the emerging science. Но понимание причин внезапной детской смертности и понимание вот как раз ситуации, связанной с DPP4, очень важна для скорой помощи, для быстрой реакции, когда это случается. And a normal part of the human defense mechanism is to upregulate DPP4. И нормальная функция защитной функции организма – это как раз регулировать уровень DPP4. And those who cannot upregulate DPP4 sufficiently are the ones who are at most risk. И как раз те люди, функции организма которых не могут регулировать уровень данного фермента, как раз находятся в самом большом риске. And that is relevant even to people like me, because the extent
of the risk for me for heart disease will in all likelihood depend on my ability to upregulate DPP-4. И как раз вот, что касается меня самого, я как раз нахожусь в такой группе риска, потому что неспособность или слабая способность регулировать данный фермент ставит меня как раз в группу риска возможной болезни сердечно-сосудистой системы. А я не знаю, у меня есть такая способность или нет. Следующий, very good question. Следующий, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, насколько вот это казеином влияет на аллергию? Я читала, что в вашей книге, кстати, о том, что люди с лактазной недостаточностью имеют возможность пить молоко коровье, да, несмотря на аллергию. То есть как-то это дело нивелируется, ну, вот, есть ли шанс у аллергиков, да, перейти на вот это молоко и жить нормальной жизнью? Я можно уточню? Вот слово аллергия мы как-то это не очень любим употреблять, потому что это невосприимчивость скорее, да? Вы говорите о диагнозе аллергии или о непереносимости молока? Окей. Окей, понятно все. Потому что это понятно. Понятно. Вы сейчас спрашиваете о непереносимости лактозы. Аллергия это не аллергия, аллергия это болезнь. They're arguing between themselves. But we might know the answer. Давайте последовательно. Сначала одно, а потом другое. Давайте таким образом поступим, пожалуйста. Окей. Okay. People who are intolerant to ordinary milk. Yes. Can they lactose intolerant or whatever other reason of intolerance? Can they drink A2 milk? Most people who think they are lactose intolerant, science actually shows that they can produce the lactase which is needed to digest the milk. Очень многие люди, которые думают, сейчас внимательно вот это слово, думают, что они не переносят лактозу, фактически могут ее переваривать. У них достаточное лактазное число. So some people are genuinely lactose intolerant, but a lot of people who think they are lactose intolerant are actually intolerant to A1 beta-casein. То есть из всей вот этой большой группы людей, которые считают, что они не переносят лактозу, часть из них действительно не могут переваривать молочный сахар из-за внутренних функций организма. Но большая часть их не воспринимает как раз бета-казоморфин-7 и бета-казеин А1. But wait on, wait on. Yeah. There are some people who can produce some lactase, but with ordinary A1 milk, because the food takes so long to go through, there's a lot of fermentation. Потому что многие люди, имеющие достаточное количество лактазы, чтобы переваривать молочный сахар, лактозу, но они принимают обычное молоко, и в результате замедления процесса пищеварения, который вызывает бета-казоморфин-7, такие пищеварительные процессы замедляются, и они реагируют. Whereas with the A2 milk, because it's going through more quickly, there is less fermentation. There's still lactose there, but there's not as much fermentation. В случае, когда они употребляют молоко А2, так как passage, так как сам проход в пищеварительной системе гораздо быстрее происходит, им нет необходимости задействовать такой ферментационный процесс,
И метаболизм у них проходит гораздо быстрее и проще. So we would say to everyone who thinks they're lactose intolerant, just try a glass of A2 milk and find out for yourself. И чтобы мы сказали людям с лактозной непереносимостью или считающим себя непереносимыми и не пьющими молока из-за лактозной непереносимости, попробуйте немножко молока 2 и решите для себя сами. And sometimes we find with these people, occasionally they find, no, I just can't take any milk. Sometimes they say, I can have as much A2 milk as I'd like. And other occasions people will say, particularly Chinese people will say to us, I still have to be a little bit careful, but I can drink quite a lot of this A2 milk with no bad effects. И он повторяет, в общем-то, что люди с лактозной непереносимостью, имея возможность выбора между молоком А1 и молоком А2, могут попробовать сказать, теперь у меня есть продукт, который я могу пить. И особенно это касается китайцев. Вы знаете, что у китайцев генетически, в общем-то, невосприимчивость молока по разным причинам. И поэтому все основные исследования, вот это ответ на ваш вопрос, по невосприимчивости молока происходили в Китае. Could you please give her answer about this Chinese research on milk intolerance? Because she was asking. Some of them, or two of them. Yeah, there's been some very interesting research come from China. Очень интересные исследования пришли из Китая. And one of the reasons is that they seem to be able to do the trials more quickly and get the approvals for the research to be done. One of the reasons? Yeah, so they're ahead of there's some new research coming there before it comes elsewhere in the world. Почему в Китае, именно в Китае произошли эти большие исследования? The best of the Chinese research is what we call a crossover design, where the people in the trial spend a period on A1, then another period on A2, but they don't know which is which. Самые более строгие и абсолютно достоверные исследования – это так называемые слепые перекрестные исследования, когда люди сначала пьют только обычное молоко, молоко 1, потом только пьют, чистятся, потом только пьют молоко А2, и самое главное, что они об этом не знают, какое молоко они пьют. And when we have this crossover design, we get much tighter results and more reliable results than if we have different people here and different people there. И когда мы проводим именно такие исследования, исследования перекрестные и слепые, и это очень, поэтому дизайн самих исследований очень важен, мы с гораздо большей уверенностью можем полагаться на результаты таких исследований. This Chinese research, they also give them what they call a smart pill, which is a tiny little pill which has a camera in it and sends back messages all the way from here to when it comes out here. Ну и что очень интересно, я сразу скажу, я просто знаю, это очень дорого. В этих исследованиях, в первых китайских исследованиях, использовалась так называемая умная капсула. Это эндоскоп. Капсула, которая принималась вместе с молоком и потом выводилась, но она посылала всю информацию исследователям, как видео, так и другую информацию на компьютер. And they find that the pill takes quite a lot longer to get from here to here with the A1 compared to the A2. И результат показал, что путь таблетки изо рта до того места, откуда все выходит, при употреблении молока 1 был намного дольше. And they can also see evidence of inflammatory factors going on through the system. А также эти таблетки послали абсолютно объективные данные о воспалительных процессах, которые появлялись у людей, которые употребляли обычное молоко.
We have previously seen all these inflammatory factors with animals, but with animals it's much easier because at the end of the experiment we can cut off their throats Очень and много see what's in исследований. there. И все эти результаты мы, конечно, видели до этого на исследованиях, которые мы проводили с животными. Но с животными это гораздо проще, конечно, извините, если есть зеленые любители животных, защитники, но после опытов животных умерщвляют, с людьми это, естественно, сделать нельзя. Поэтому человеческие исследования гораздо более дорогие, и к ним нужно готовиться специально, и естественно, что это случается более редко. The only problem with the smart pill is that each one costs $800 American, and it seems we can only use them once. И то, что я уже сказал, это очень дорогие исследования. Одна таблетка стоит $800 американских, а использовать ее можно только один раз, к сожалению. But we also found from that research, which also has Australian co-authors, that the reaction time from the brain to the muscle was longer on A1 than when they were on A2. Еще удивительный результат, который был получен в этом исследовании, это как раз о когнитивном поведении, о реакции, о времени реакции между мозгом и мышцами. Люди, которые употребляли молоко А1, то есть обычное молоко, время прохождения реакции от команды от мозга до мышц было гораздо медленнее. We know that once BCM7 gets into the blood supply, it goes straight through the normal blood-brain barrier. И мы знаем, когда вот этот опиоидный пептид БКМ7 попадает в мозг, what's happened when it gets to the brain? There's no barrier to get from the blood to the Нету brain. никакой защиты, которая может остановить БКМ7, который идет из крови в мозг. Dr. Dubunyan, he has some ideas as to how this is so, how the BCM manages to get through what should be a barrier. Доктор Дубынин как раз имеет идею, исследует вот эти вопросы взаимодействия БКМ7 и человеческого мозга. Он все-таки хочет обнаружить, каким образом все это точно происходит, есть ли какие-то барьеры или как их создать. Пожалуйста. Пожалуйста. Медицинский диагноз, аллергия на белки. Да, на казеин и там альфа что-то лактобумин какой-то. Вот казеин А2 и А1, точнее А2 вызывает такие же симптомы аллергические, как А1. Я понял вопрос. Спасибо. If her friend or friend of her friend, they've got the symptom or diagnosis, medical diagnosis of allergy on proteins, can they take A2? Because of allergy on proteins? Yeah. Of course. There will be a very small proportion of people who are seriously allergic to milk protein and cannot take any milk product, be it A1 or A2. Не очень много людей, которые имеют действительную аллергию на молочные белки. Но если им поставлен этот диагноз аллергии на молочные белки, они не могут пить ни молоко 1, ни молоко 2. For example, some people are allergic to nuts, some people are allergic to eggs, and there will be some people who are allergic to any type of milk. Например, есть люди, у которых есть аллергия на орехи, есть люди, у которых есть аллергия на яйца, есть люди, у которых есть аллергия на белки. И еще раз, это уже мы хотим вам всем это наше сообщение сделать. Оно есть у нас на веб-сайте. Если у вас медицинский диагноз аллергия на белки, не пейте никакое молоко, и молоко А2 вам не поможет. Растительное это не молоко, это называется молоко. Так, мы про растительное вообще не говорим как молоко. And if anybody has been diagnosed as having a histamine reaction to milk, then they should only try it under close medical supervision.
Если вот эти аллергические реакции, гистаминные реакции действительно существуют у человека, и он знает о них, или если он хочет употреблять молочный продукт, то только под наблюдением врача и по совету врача. Смотрите, мы все время разделяем. Смотрите, есть невосприимчивость, есть аллергия. Вы знаете, допустим, у нас в расхожем языке есть такая фраза: «У меня на тебя аллергия». Никакого отношения к медицине это не имеет. Очень часто люди путают это слово, и им заменяют все. И поэтому, когда люди говорят про аллергию, мы спрашиваем: скажите, это медицинский диагноз? Если это медицинский диагноз и аллергия на белки, мы говорим: стоп, ни в коем случае. Но если мы говорим о том, что я, извиняюсь, пукаю, или там у меня живот вздувается, мы говорим: попробуйте А2. Это невосприимчивость. Да. Пожалуйста. Раз столько много нюансов по использованию молочной продукции, я теперь, как со стороны бывшей веганки, могу задать следующий вопрос. Может быть, вообще человеку не стоит употреблять никакое молоко, не видовое, скажем? She used to be vegan. Vegan. Oh, Vegetarian. vegan, yes. Vegan, even more Yeah. vegan. Yeah, I know. And the question is, I understand, yeah. because as a former vegan, do we really need milk? Or maybe we should stop drinking milk at all? It is possible to have a healthy diet without milk. Возможно иметь здоровую диету и без молока. However, if all Russians stopped drinking milk, we would have to find some other protein sources. Если все русские и вообще, если вы перестанете пить молоко, вам нужно будет обязательно найти другие источники белка. So I think we have to be very cautious about telling people not to drink milk. И поэтому мы должны быть очень осторожны, когда мы говорим людям: не пейте молоко. Молоко – это единственный источник уникальных белков, которых вы нигде в мире больше не найдете. I think if I were to advocate that, I would need to leave Russia very, very quickly. To where? Anywhere to get, I'd be Not scared. to New Zealand. Not to New Zealand, no. Он говорит: если бы я такое сказал, я должен был бы сразу же немедленно покинуть Россию, и вряд ли Новая Зеландия бы его тоже приняла бы. Так что он бы и летал бы так. But if somebody says they want to be vegan, that's fine by me, as long as they take considerable care to make sure they still have a balanced diet. Если кто-нибудь захочет стать веганом, это для меня это нормально, это выбор человека. Но этот человек должен понять, что он должен создать себе абсолютно очевидный, правильный баланс между протеинами, углеводами, жирами и другими минералами. If by the content or amount of lactose milk A1 and milk A2 identical? Oh, yes. From the point of the milk structure? Yes. There is exactly the same amount of lactose in A1 as A2, but I should add that there can be differences between individual cows. So not all cows are the same, but we would say overall A1 is the same as A2. Если мы сравниваем по уровню лактозы в молоке от коров А1, гомозиготных А1 и гомозиготных А2, то у них уровень лактозы одинаковый. Но разные коровы, дающие молоко, в этом молоке может содержаться несколько отличительных друг от друга уровень лактозы. Но это незначительные изменения. But one of the key points is that with fermentation, it's only carbohydrates that ferment. And when a carbohydrate ferments, it's what we call an exponential reaction. So you only have to increase the amount of time that the food is in the system from here to here. You only have to increase it by a relatively small amount, and you can get a huge increase in the fermentation and hence the gas.
То есть, начиная с чего основы, платформы того, что он сказал, что ферментируются только углеводы. И если мы посмотрим на возрастающую линию, которая характеризует сам процесс переваривания углеводов, так называемую ферментацию углеводов, то достаточно небольшого увеличения углеводов, допустим, в привычной вашей ферментации, когда это будет вырабатывать газ. То есть результатом этого будет газ. Ну и, значит, вот эти симптомы, о которых мы говорили, не очень приятные для человека. Это уже не я добавка, это не для него. It's been quite a long session. I'm prepared to continue as long as they like, but perhaps there might be some people who feel a need to, so we can continue informally with those who want to. Это уже была достаточно долгая сессия, и, может быть, кто-то уже хочет уйти, а мы его держим. Но если вам действительно хочется задать вопросы, мы можем это сделать, кого-то отпустить и в неформальной обстановке продолжить, если вы хотите. Пожалуйста, вопрос. Ну а что по поводу инсулинового отклика, инсулинового индекса? Отличается или, скорее всего, одинаково? Индекс Инсулиновый отклик. Никогда не слышал об инсулиновом индексе молока, но... Молочные продукты обладают... Гликемический индекс? Нет, именно Инсулиновый индекс молока? Да. Никогда не слышал, но сейчас задам. Да, вот интересует вопрос именно по инсулину. Have you heard about insulin index of milk? No. Он тоже не слышал никогда об инсулиновом индексе молока. Вы знаете, я молоком-то занимаюсь достаточно давно. И вот такой характеристики молочного продукта... Могу сказать? Да, конечно, было бы интересно очень. И кто его определяет? Так это из-за лактозы. Лактоза и там Да, но на самом деле, если у нас ферментируется даже лактоза в кисломолочных продуктах, это творог, кефиры, ряженки, они все равно являются продуктом, который вызывает высокий подъем инсулина, несмотря на то, что Окей. Теперь я понял, я сначала не понял. То есть сам продукт, о котором мы говорим, это индекс, который этот продукт вызывает влияние на организм человека. То есть фактически разницы в продуктах индекса нету. Это так? Да. То есть если я возьму 5 видов творога, между ними нет инсулинового индекса. Инсулиновый индекс выступает только в взаимодействии творога и человека. Правильно? Поэтому... The answer to the insulin index actually relates to this particular enzyme here. Ответ по инсулиновому индексу молока или молочных продуктов связан как раз с DPP-4. Очень интересно. It's very interesting. What we can show with animals is that if people take A1 milk, they get a big increase in the intestines, normally a big uptake in intestines, increase of this enzyme here. When they take A1. A1. Когда люди, это мы поставили на животных, когда млекопитающие люди, мы сейчас говорим о людях, принимают молоко А1, это вызывает в кишечнике Higher levels. Upregulates. Upregulates? Yes. Up. Более высокий уровень DPP-4. And this is important because upregulation of DPP-4 also upregulates insulin. И вот здесь очень важно, вот эта связь в повышении уровня DPP-4 связана с повышением уровня инсулина. A lot of the modern drugs for type 2 diabetes are what we call DPP-4 inhibitors. Downregulator. И все лекарства, которые применяются, например, против, как правильно говорить, для или против? Наверное, против. Против диабета 2 типа как раз
понижают уровень DPP-4 в организме. Их цель – понизить этот уровень. Now, in the human system, it's important to not have too much DPP-4 and to not have too little. То есть для человеческого организма, как если правильно иметь баланс с точки зрения количества DPP-4, не очень много и не очень мало. And what A1 does is it messes up that whole system. А вот что как раз делает белок А1, мы должны закончить. Sorry, we should finish. Yeah. Он как раз нарушает порядок образования этого уровня. But А вообще, ребята, we should finish. yes, but I just want to say Sorry, он that, хочет сказать еще что. that this is emerging science, which we are still learning more and more about this issue with DPP-4. We do not know everything yet. Это обочина науки, то есть вот самый край науки, который сейчас очень сильно развивается, когда мы изучаем как раз все аспекты влияний ферментов, и в частности DPP-4 и влияние их и в человеческом организме. Keith, thank you very much. Спасибо большое, я от вас благодарю, Keith. И сейчас, Keith, у нас... you had many questions. Do you remember what this beautiful lady said before? That now we have the lotto type game. You should point the winner of 3 books. So one book for most interesting question. Who is, by your opinion, put the most interesting questions for you? How many books do you have here that you could... 3. Only 3? Yes. That's not our books. This is books of Город-Сад. Oh, okay. Sorry, this is not, that books belongs to them. Because we have had so many good questions Он here. говорит, сколько книг здесь? Потому что мы имели столько, я сказал, только 3. Он говорит, мы столько имеем красивых, правильных, интересных вопросов. And you are the sort of people who are so important now in terms of taking these books and also then sharing them with your friends. И вы как раз те люди, которые очень важны. Вы возьмете эти книги и прочитаете сами, и дадите почитать вашим друзьям. So, Все, Keith, We have 7 books. 7 books. So please, put the hand up. Everybody. Who put that questions, please? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So all of that people, they actually put very interesting and very important questions. We even came to the debate, and я попрошу извинения. В некоторых вопросах, я ничего не понимаю. Я специалист какой-то определенной области, и даже переводить definitions, терминологию некоторую для меня трудно. Если честно, я точно не знаю, что такое DPP-4. Но уверенно об этом говорил. Поэтому, итак, вся наша компания. Мы честные люди, мы стараемся донести информацию про наши продукты. И что очень важно, что это ваше право выбора. Но что мы знаем? Что революция А2 началась в мире, и уже никто молоко А2 не остановит. Это первое. А второе, что я хочу сказать, что кроме продуктов, которые мы продаем в той же сети «Город-Сад», это молоко, кефир, творог, очень интересный продукт кварк. Это уникальный творог, который имеет еще в своем составе после фильтрации сыворотки альбумины и глобулины. А также мы продаем очень скоро, по-моему, вот директор компании у нас присутствует. Посмотрите, вот этот красивый молодой человек, рядом с ним сидит его телохранитель. Он без телохранителя не ходит, потому что просто люди вырывают у него молоко. Но в любом случае, вот он точно вам скажет, что очень скоро у нас выходят и детские продукты А2, стерилизованное молочко на базе молока А2, небольшой ацетофилиновый продукт и творожок, и все это для детей после 8 месяцев. Так что
Приходите в магазины города. Мы уже более чем 200 магазинов, но Город-Сад – это наша приоритетная сеть, с которой мы работаем. Спасибо большое организаторам за эту возможность.